Сегодня готовим вкуснейший лимонный пирог. Готовится он совсем несложно, а результат всегда на высоте. Получается нежным, сочным, с приятной кислинкой и тонким сливочным вкусом. И что самое приятное, что это тесто можно замешивать как миксером, так и обычным ручным венчиком. Итак, для теста нам понадобится 1-2 лимона, 180 граммов сахара, 150 граммов сливочного масла, 3 яйца среднего размера, 330 граммов муки, 1 столовая ложка растительного масла, 12 граммов разрыхлителя, 8 граммов ванильного сахара, щепотка соли и 180 мл молока. Начинаем с лимонов. Хорошо моем их горячей водой, после чего на мелкой терке снимаем с них цедру, стараясь не задевать белую часть, так как она немного горчит. Количество цедры регулируйте по вкусу. Если хотите более насыщенный лимонный аромат, смело добавляйте цедру 2 лимонов. Отставляем цедру в сторону, она понадобится чуть позже. Еще нам нужен сок от этих лимонов. Для теста 45 мл и 1-2 столовые ложки на глазурь. Если лимон плохо выжимается, покатайте его по столу, слегка надавливая ладонью. Так он станет мягче и сока выйдет больше. «45 мл для теста мы отделили. Теперь приступим к приготовлению. В глубокую миску разбиваем 3 средних яйца комнатной температуры. Они взбиваются быстрее и масса получается пышнее. Добавляем щепотку соли, сахар, количество которого вы, конечно же, можете регулировать по своему вкусу, и ванильный сахар. Взбиваем миксером или венчиком до пышной светлой массы, не слишком долго, буквально пару минут, чтобы масса увеличилась в объеме, стала пышной, однородной, а сахар максимально растворился. Взбивать долго, как для бисквита, не нужно. Добавим мягкое сливочное масло. Можете поставить его на несколько секунд в микроволновку, но не топите. Кто хочет, может заменить сливочное масло на растительное. Понадобится 120 мл. Но учтите, что пирог получится менее сливочным по вкусу, но тем не менее останется таким же нежным и сочным. И ложку растительного масла. Перемешиваем до однородности. Вливаем 45 мл лимонного сока и просто перемешиваем. Долго взбивать не нужно. Теперь всыпаем 330 граммов муки и 12 граммов разрыхлителя. Немного перемешиваем. Так разрыхлитель равномернее распределится по тесту. И просеиваем через сито. Перемешиваем до гладкого однородного теста, не слишком долго, только до исчезновения сухой муки. Так пирог получится нежным и влажным. Добавляем подготовленную заранее лимонную цедру и перемешиваем. В конце добавляем 180 мл молока комнатной температуры. Тесто получается густым, но достаточно мягким. Все готово. Подготавливаем форму. Конечно же, форму лучше подготавливать заранее. Смазываем ее небольшим количеством масла и присыпаем мукой. Так пирог легко выйдет после выпечки. Диаметр формы 24-26 см. Форму можете брать любую, но обязательно заполняйте ее на 2/3 высоты, не более. Оставляйте место, потому что во время выпечки пирог хорошо поднимается.
Если тесто получилось больше, чем помещается на 2/3 формы, остаток лучше испечь отдельно. Также из этого теста можете приготовить маффины. Разравниваем поверхность и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 40-45 минут. Первые 25-30 минут духовку лучше не открывать. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Даем пирогу остыть в форме минут 10-15, а затем аккуратно перекладываем его на решетку и полностью остужаем. Пока пирог остывает, приготовим глазурь. Смешиваем 100 граммов сахарной пудры с 1-2 столовыми ложками лимонного сока до однородности. Лучше вливайте сок понемногу, тогда вы сможете регулировать густоту глазури. Если получилась слишком густая, добавьте еще немного сока по капле. Если слишком жидкая, досыпьте пудры. Кондитерским мешком или ложкой поливаем пирог глазурью. Даем ей красиво стечь по бокам. Чем глазурь гуще, тем она белее и короче подтеки. Жидкая глазурь делает слой тоньше, и она почти вся стекает вниз. Идеальная консистенция, как у жидкой сметаны. Наносите ее на полностью остывший пирог. Глазурь не только придает красивый вид, но и делает вкус ярче, а сам пирог нежнее. Сверху щедро посыпаем лимонной цедрой. Она добавит не только красоты, но и яркий свежий аромат, который чувствуется с первого кусочка. Вот и все. Нежный, сочный лимонный пирог с ароматной глазурью готов. Посмотрите, какая красота получилась. Нарезаем и пробуем. Если рецепт вам понравился, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. Это лучшая благодарность и поддержка для канала. Этот пирог действительно очень вкусный, свежий, ароматный, с приятной сливочной текстурой. Он прекрасно подходит к чашечке кофе или чая. Просто невозможно остановиться на одном кусочке. Обязательно приготовьте, я уверена, этот рецепт станет одним из ваших любимых. Готовьте с удовольствием. Всех обнимаю. Всем пока. Очень вкусный итальянский пирог для тех, кто хочет чего-нибудь вкусного без долгой возни на кухне. Идеальный вариант на лето. Готовится он быстро, из самых простых и доступных ингредиентов. Итак, начнем. Для начала подготовим орехи. Подойдут любые. Их нужно порубить ножом на небольшие кусочки. Сильно измельчать не нужно, иначе вы просто не почувствуете их в тесте. Если же вы не любите орехи, можно приготовить и без них, но с ними вкус получается намного богаче. Орехи готовы, отставляем их в сторону. Теперь приступим к приготовлению теста. В миску разбиваем 3 яйца комнатной температуры. Достаточно заранее достать их из холодильника и оставить примерно на 30 минут. К яйцам добавляем 120-150 граммов сахара. Количество сахара регулируйте по своему вкусу. Добавляем щепотку соли и взбиваем до пышной светлой массы. Долго взбивать не нужно, достаточно 2-3 минут. Этого времени вполне хватит, чтобы сахар растворился, а масса стала воздушной. Тесто готовится невероятно просто. Все ингредиенты нужно просто перемешать миксером до однородности. Ко взбитым яйцам добавляем 150 мл растительного масла без запаха. При желании его можно заменить на 130 граммов растопленного и слегка остывшего сливочного масла. Затем вливаем 130 мл крепкого кофе комнатной температуры. Можно использовать как свежезаваренный, так и растворимый. Для этого растворите примерно 2 чайные ложки кофе в 130 мл горячей воды и дайте ему немного остыть. После этого добавляем 320-350 граммов муки и 1 пакетик 15 граммов разрыхлителя. Это примерно 1 столовая ложка. Муку вместе с разрыхлителем желательно просеять. Сначала слегка перемешиваем все лопаткой или венчиком, не включая миксер, чтобы мука не разлеталась.
Затем на низкой скорости миксера перемешиваем тесто до однородности. Не забудьте собрать со стенок миски всю непромешанную муку. Друзья, полный рецепт вы найдете в описании под видео или в конце ролика. Вот такое получается тесто. Не густое и не жидкое. На этом этапе добавляем 80 граммов шоколадных капель и 50 граммов рубленых орехов. Перемешиваем лопаткой до их равномерного распределения. Если у вас нет шоколадных капель, просто измельчите ножом 80 граммов шоколада. Подойдет как темный, так и молочный. Переливаем тесто в форму. Форму можно использовать любую. Традиционно итальянский пирог чамбеллоне выпекают в форме кольца. Подойдут формы диаметром от 20 до 26 сантиметров. Просто пирог получится чуть выше или чуть ниже, но все такой же вкусный. Если у вас металлическая или керамическая форма, смажьте ее маслом и слегка присыпьте мукой. Разравниваем тесто. Сверху пирог я украсила орехами и кусочками шоколада. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 170 градусов примерно 45-55 минут. Время может немного отличаться в зависимости от особенностей вашей духовки и размера формы. Готовность обязательно проверяйте деревянной шпажкой, она должна выходить сухой. Даем пирогу немного остыть, а затем аккуратно извлекаем его из формы. Он уже очень красивый. Перекладываем его на блюдо. Можно оставить так, а можно слегка посыпать сахарной пудрой. Посмотрите, какая красота получилась. Разрезаем. Пирог получается невероятно вкусный, с кофейным ароматом и приятной кексовой текстурой. Внутри тающие кусочки шоколада и хрустящие орешки. Это очень вкусно. Обязательно приготовьте этот замечательный итальянский пирог.